В гороскопе России тоже в 2023 году есть признаки военных действий. Это как будто бы уже на их территории происходит. Меркурий, планета денег Украины, будет максимально ослаблен. Весь этот процесс, который сейчас в 2022 году происходит, он приведет, видимо, к распаду Евросоюза. Вспоминаю гороскоп Зеленского. Он находится рядом со звездочкой Бетельгейзе, которая дает славу в веках. Всех приветствую. Это программа, которая стоит вашего времени в такое непростое время. Меня зовут Юра Франциско. С нами сегодня Татьяна Калинина, астролог, долгожданный гость, и именно ее прогнозы мы все ждали. Добрый день, Юрий, и, надеюсь, день добрый для всех, кто нас слушает. Мы надеемся, он станет добрее после того, что мы скажем. Ну, а даже если что-то будет не очень радужно, то, по крайней мере, у вас будет время принять меры для того, чтобы наперед обезопасить себя, своих родных и близких. Мы отказывались в это верить и не называли вещи своими именами, поскольку боялись даже представить, что такое возможно, но поскольку это уже произошло, теперь можно называть вещи своими именами. Татьяна, скажите, пожалуйста, по поводу того, что сейчас происходит. Можем ли мы посмотреть на положение звезд, на положение транзитов планет, что они нам подсказывают делать, насколько это долго продлится и насколько все серьезно? Хотелось бы прокомментировать то, что ранее было сказано. Мы с тобой уже на протяжении года избегали слова «война», и с точки зрения астрологии и истории государства предсказать войну плюс-минус полгода – это большой успех. Потому что с точки зрения истории полгода – это пшик. Ты был, конечно, совершенно прав по поводу транзита в феврале, что они будут идти по 8-му дому смерти, да, и какой-то кризиса, страха для Украины. И действительно, это стало отправной точкой. Я недооценила этот транзит, и я думала, что ближе к лету начнутся действия. Вот, например, когда я смотрю гороскоп США, я вижу, да, когда они начнут воевать. И вижу достаточно трезво. Когда я смотрю кого-то из наших соседей, саму Беларусь, Украину или, может быть, Россию, у меня все равно такое ощущение, как будто я смотрю на гороскоп близкого человека, и ты все равно до последнего не веришь, потому что вот здесь живут твои друзья, родственники, все, кого ты любишь, и все равно кажется, нет, не хватит этого, да, вот, вот не хватит. Это какой-то, вот, мне кажется, инстинкт самосохранения. Когда у нас была ситуация, будет конфликт или не будет, мы смотрели как будто сквозь мутное стекло. Когда конфликт начался, и он длится, и мы видим, с какой драматичностью разворачиваются события, мы уже можем в этой ситуации, когда прояснилось, что происходит, прояснилось, мы с тобой можем более точно и четко трактовать, что значит Марс, который вот сейчас здесь находится, что значит Плутон, который здесь находится и так далее. Я как астролог смотрю на карту, и я просто, вот честно, половину вещей, которые мы тогда говорили, вот так расплывчато дипломатическим языком, что мне кажется, там, победа над врагами, там, бла-бла-бла. Я сейчас смотрю и понимаю, что точно так же и сейчас тяжело говорить, поскольку тут нельзя, знаешь, вот прийти с хорошими новостями. Ребята, завтра все будет волшебно, замечательно, и мы проснемся. Вот поэтому очень тяжело про это говорить, когда, например, Венера зажата Сатурном и Марсом. Да? Тяжело об этом говорить, когда по 8-му дому идет Юпитер, Солнце, Меркурий сейчас. Да? Это говорит о том, что сложности могут быть в переговорном процессе. Они и до этого были непросты, поскольку Меркурий с Сатурном соединялся, а это вызывает глухоту, когда обе стороны в переговорном процессе друг друга не слышали. Сегодня третий этап переговоров. И именно сегодня Меркурий находится в 8-м доме. Если рассматривать гороскоп Украины, вот так вот, знаешь, на самые ближайшие недели, то я вижу, что активизирован Плутон. Плутон – это планета войны. Он стоит в знаке весов в гороскопе Украины и в 27 градусах 17 минутах весов, то есть в самом-самом конце знака. И сейчас вот эти транзиты, то есть планеты, которые стоят в знаке Козерог, они задевают этот Плутон, вот эту чувствительную точку, именно военную. И кульминация, я думаю, этого процесса
будет, когда агрессивные точки будут тоже 27 градусов. Да? Потому что будет четкая корреляция между вот тем Плутоном и вот этим там Сатурном, который вот протягивается линия между ними. И если посмотреть, когда это произойдет, то мы получаем дату 29 марта, потому что Сатурн будет в 27 градусах 40 минутах, а Юпитер в 26 градусах 34 минутах. То есть две планеты вот выживаемости, Сатурн обычно разрушает, Юпитер обычно защищает, они обе объединяются, чтобы вот этот Плутон, ну, скажем, активизировать. После этого должна быть развязка и должно быть какое-то вот разрешение ситуации. Я думаю, что таких эпизодов вот этой военной обостренности, их может быть несколько, честно скажу. То есть вот я смотрела гороскопы людей, которые сейчас покинули свои дома из Харькова, из Киева, и у всех одно и то же. У них есть признаки того, что будет еще один кризис в 2023 году. В гороскопе России тоже в 2023 году есть признаки военных действий, но там уже такой, знаешь, нюансик, что это как будто бы уже на их территории происходит. Сейчас в гороскопе России война почти не видна, потому что не на своей территории. То есть она по касательной там видна. А у Украины, конечно, она видна в полной мере, полнее не бывает. Если говорить о ближайших неделях, 29 марта – это переломный какой-то момент. Вот я думаю, как астролог, что Сатурн и Юпитер, которые будут находиться прямо в градусе Плутона, они должны будут дать максимальную какую-то активную вот эту вот ситуацию военную. Значит, Марс выйдет в Накшатру Сатабхиша 23 часа 43 минуты 15 апреля 2022 года. И что я вижу? Что там и Солнце в экзальтации, и Юпитер уже более добрый, и Сатурн пройдет мимо этого Плутона. Он будет уже отходить от этого Плутона. Но Сатурн двигается очень медленно. Он как бы 2 градуса будет отходить от Плутона. Но по опыту моему трактовки Сатурна, он когда наезжает на планету, например, происходит период сабсати, да, на Луну наезжает, или вот он наезжает на этот Плутон, он как бы дает очень тяжелые такие события, которые тяжело принять. А вот когда он уже отходит, уже ты чувствуешь, что тебя с каждым днем чуть-чуть легче. Поэтому после 29 марта, когда это будет прямо вот пиковая какая-то ситуация, уже к 15 апреля я вижу, что и Марс из агрессивной Накшатры вышел, и Сатурн пролетел мимо, да, уже на 2 градуса, а Юпитер вышел в добрый знак. И я надеюсь, что это будет какой-то отдых для Украины, и вот 15 апреля вот вокруг этой даты как-то ситуация должна, улучшиться для Украины. Я как раз в эту секунду смотрю на карту и тоже отмечал такие реперные точки, как там 7-8 могут быть немножко тяжелы для людей эмоционально. После этого 15 я смотрел, сейчас объясню почему. И вот вы сказали про 28. Я обратил внимание, что 28 числа тоже будет непростой период для населения, для людей, поскольку Луна проходит по Сатурну. И это последний практически день, когда Венера зажата Марсом и Сатурном, после чего она обгоняет Сатурн, и после этого она уже потихоньку уходит из вот этого вот зловещих таких клещей, когда Венера зажата была малефиками. И это первое, почему эти даты очень важны, 28-29 марта. И еще одна причина – это переход оси Кету-Раху из знака в знак. То есть из Скорпиона уходит Кету, из Тельца уходит Раху, и переход. Это тоже примерно в те же даты. Плюс-минус, опять-таки, тут нельзя так считать там на часы, на дни, это плюс-минус. Действительно, сейчас Кету-Раху – это вот эти кармические точки идут по дому 6-12, это враги, конфликты, неприятности, шпионы, всякие, знаешь, такие вещи. Я хотела еще, знаешь, что обратить твое внимание на что?
Если ты будешь смотреть гороскопы людей, которых потревожила война, обрати внимание, насколько у них активизировался Плутон у всех. И Плутон, ну, это вот все, что взрывается, это все, что приносит смерть. У кого-то этот Плутон задевает просто 4-й дом, и эти люди уезжают из родной местности, потому что война. У кого-то этот Плутон задевает 10-й дом карьеры, и они как бы, ну, там работы лишаются. Но у кого-то более трагично, у кого-то там задевает дом здоровья или каких-то близких, родных. Ну, мы как бы не хотим, да, такие случаи найти, когда работаем. Но Плутон у всех сейчас активен, и это понятно, потому что война. И если вы какой-то астролог, у вас есть навык, посмотрите, Плутон аспекты с кем делает, с хозяином какого дома, какая сфера жизни может быть наиболее потревожена войной. И я хотела еще, знаешь, что сказать про Венеру. Ты действительно, мне кажется, очень точно почувствовал ту точку, от которой нужно ждать отдых, потому что достаточно, чтобы на небе была хотя бы одна добрая планета, которая не поражена. И мы действительно на Венеру большие надежды накладываем, да, потому что Венера – это добрая планета, которая должна, когда она освободится от дурного влияния, действительно должна дать нам спокойствие и мир. Поэтому я думаю, что да, мы ждем середины апреля. Подождите радоваться, не спешите, потому что Венера выходит в конце месяца я сейчас смотрю очень внимательно карту именно страны, какое влияние она имеет на Украину. И она выходит из 7-го, то есть, смотрите, в доме партнеров она зажата очень сильным Марсом и Сатурном. И Сатурн и Марс сильные, и они ее зажимали все это время. Буквально день назад Венера начала перегонять Марс и попала вот в эти клещи. После чего она выйдет, но она после этого перейдет в 8-й дом. 8-й дом, дом смерти, так называемый, да, трансформация и так далее. И вот у меня вопрос, как может себя Венера вести в 8-м доме? То есть она освобождается от малефиков, то есть от вредоносных планет Марса и Сатурна, но в 8-м доме она будет себя каким-то образом нехорошим проявлять. Вот вопрос, каким? А можно я уточню? Ты смотришь гороскоп Украины с восходящими близнецами или нет? Карта на момент минуты, секунды инаугурации Зеленского. Ты смотришь карту инаугурации Зеленского. Я смотрю карту страны, у нас в разных домах с тобой, то есть мы по-разному трактуем. Почему? Объясню. И с Чудиновым Павлом мы обсуждали этот вопрос, с многими другими. Я объясняю это тем, что в момент, когда в 91 году образовалась та самая Украина, когда было 52 с копейками миллиона жителей, когда были другие границы, другое правление, другой строй, то есть, смотри, границы, конституция, население, правитель, все было другим. Поэтому мы начали смотреть новую Украину относительно инаугурации вплоть до секунды, у нас есть точное время. И поразительно, но с того дня очень точно отыгрывают даты. Давай я тоже тогда открою инаугурацию и сравним наши гороскопы, потому что я вижу, что у меня инаугурация 20 мая 2019 года, 10 часов утра, Киев, +3, правильно? 10 часов 19 минут 33 секунды. Ну смотри, какие результаты Венера может дать в 8-м доме. Как хозяин 11 дома союзов и дружественных объединений, находящийся в 8-й, она говорит о том, что какие-то объединения будут разрушены. Выход из каких-то экономических или политических объединений. Она может такой дать эффект. Либо, ну, так как это транзит, а не период какой-то, да, глобальный такой, что может быть просто меньше поддержки от союзников. Также Венера, как хозяйка 4-го в 8-м, тоже говорит о том, что негативные могут быть от нее негативные последствия. А вот когда она зайдет в рыбы, вот тогда она начнет сильно помогать, как мне кажется. Потому что, смотри... Получается такая история, что смотри, как хозяйка 11-го в 8-м
11-й дом это ведь, ну, награды, да, условно говоря, да, то есть это легкие приобретения, либо легкая прибыль. Но в данном случае можно трактовать для государства как дотации, помощь, даже не кредиты скорее, а то, что кто-то безвозмездно помогает. И вот в моменте, когда Венера туда заходит, очень может быть, что в этот момент будет усложнение с тем, что кто-то просто так будет что-то давать. Это первое. И как хозяйка 4-го дома, в частности, и недвижимости, да, то однозначно сложности будут, конечно же, с недвижимостью. То есть вот очень много разбомбили, очень много и так проблем. Да. И все, что связано с внутренним спокойствием людей, будет нарушено. И связано это с тем, что попросту людям некуда переезжать, некуда жить. Вот эта тенденция, мне кажется, будет соблюдаться еще, ну, по меньшей мере, месяц, пока не перейдет в рыбы Венера. Да. В принципе, я то же самое сказала. Вот у тебя как-то по-другому дорожка это строится, но мы пришли, в общем-то, в одну точку. И ты сказал, что меньше будут помогать или сложнее будет помогать, и я, да? Действительно, нужно ждать, когда Венера зайдет в рыбы. Вот смотри, когда она будет в рыбах, она уже будет делать раджа-йогу, королевскую комбинацию, хозяйка 4-го в 9-м. И она будет делать лакшми комбинацию, как хозяйка 11-го в 9-м, экзальтированная. То есть она вот здесь вот дает какое-то продвижение. Самое главное теперь определить, когда Венера заходит в знак рыб. Но это очень просто. В целом мы просто сейчас откроем программу и рассчитаем. Если ты уже рассчитывал, подскажи. Совершенно верно. Я подготовленным прихожу на уроки. 27 апреля, эту дату я ранее называл, 25-27, там будет переход Венеры из знака в знак, из 8-го дома в 9-й по карте Украины, и он будет переходить там, где... Более того, я тогда еще говорил о том, что там будет Венера не одна, она будет в соединении с Юпитером, плюс-минус 2-3 градуса. И Раху-Кету ось тоже поменяет свои знаки. То есть вообще глобально изначальный прогноз мой был, конечно же, до конца апреля, вот именно более-менее улучшение этой ситуации, которая сейчас сложилась, по крайней мере, для Украины. И именно тогда, в апреле, Марс будет в 8-м доме, в 11-м знаке. Это тоже интересно, потому что Венера его обгоняет, Марс. То есть Венера поражалась Марсом, и она его обгоняет. Я думаю, что нам нужно с тобой посмотреть события, связанные с 2 точками. Это 7-8 градусов Льва и самые последние градусы Девы. Там находятся 2 точки, которые дают власть. И обычно, когда Солнце находит или какая-то планета их задевает, какие-то важные переговоры, какие-то важные деловые встречи на высшем уровне происходят. Или, иногда трагические для власть имущих людей события происходят. Поэтому я бы еще не проходила вниманием август. Я понимаю, что сейчас не до августа, да, сейчас бы вот до апреля дотянуть. Но, тем не менее, там в августе будет важная дата, и когда Солнце зайдет в Весы. Сейчас мы с тобой посмотрим. То есть это у нас где-то 22-24 августа, первая дата, когда Солнце будет проходить регул. И где-то 15 октября, это когда Солнце будет проходить спику. Это скипетр власти, который держит Дева, созвездие Дева. И вот в октябре, в середине октября и в 3 августа явно какие-то будут переговоры крупные, скорее всего. А так, да, получается, что там в апреле, когда Венера переходит в знак рыб, она, слава тебе, Господи, дает какое-то облегчение. Это 27 апреля. Получается, что 14-15 апреля это какая-то ступенька, да, уже такая к лучшему, и 27 апреля это действительно, наверное, должен быть перелом к лучшему, уже более такой ощутимый. Да, ты знаешь, мы как раз вот делали один из эфиров, в котором те же даты, в принципе, были озвучены. Насколько люди слушают, прислушиваются, как правило, нет. Иногда, особенно в те даты, люди слушали, но не слышали. Объясняется это очень просто. Меркурий-Сатурн. Меркурий-Сатурн. Соединение, никто ничего не слышит. Особенно, когда там еще Марс экзальтированный. Из-за страха, из-за паники
Нет, когда такие позиции на планете действуют на планету, люди от страха, от паники, они даже при всем желании не услышат. Прямым текстом говорили: бегите, уезжайте, спасайтесь. А? Что? Вот реакция такая была. Вот, поэтому очень важно, чтобы люди все-таки прислушивались, и когда мы озвучиваем то, что это конец апреля, это не к тому, что давайте всех пугать, это к тому, что, возможно, кого-то это спасет. Я знаю людей, которые не уезжали из своих домов и говорили: да ладно, это на 3 дня, это на неделю, давай еще чуть-чуть посидим. И вот сегодня утром я узнал об одном небольшом городке, который бомбили, который вообще не имеет отношения ни к чему никак, находится достаточно далеко, но его разбомбили. Есть погибшие, пострадавшие. Казалось, что не затронет его война, он далеко, но в итоге люди, которые думали, это на пару дней и нас это не коснется, некоторых с нами уже нет. Поэтому это серьезный вопрос. Я уже давно заметила, что люди, они как поезда, они идут по своим рельсам, вот рельсы судьбы у них проложены куда-то, вот так вот за поворот, потом слева, вправо, и чаще всего они не сворачивают с этих рельсов, то есть даже предупреждаешь, не предупреждаешь. Но меня больше сейчас даже пугает. То есть те люди, которые сейчас в Украине, они по большей части уже выбора не имеют, да? То есть, мужчины не могут из Украины выехать, насколько я понимаю. То есть они все уже, не вот в этой ситуации находятся. А есть люди, которые еще не зашли в эту ситуацию, и которые тоже думают, что их не на день. И зря. Вот, не знаю, будем мы с тобой пугать. Нас все время критикуют, что мы пугаем, что я астролог ворона. Не знаю, будем говорить, не будем. Как ты считаешь? Я считаю, что мы можем говорить те вещи, которые являются нелицеприятными либо страшными, только тогда, когда у нас есть ответ выхода из этого вопроса. То есть, когда мы говорим, что, друзья мои, ситуация непроста, она продлится еще определенное количество времени, и поэтому для того, чтобы вас это не коснулось, тех, кто это сейчас услышит, вам нужно сделать это и вот это. Например, если вы женщина, ребенок, пожилой, либо с ограниченными возможностями, вам нужно покинуть опасные места, либо подготовить комфортное укрытие для того, чтобы пересидеть в ближайшие несколько недель, либо сделать запас продуктов, либо попросить о помощи, либо уже сейчас взывать о помощи для того, чтобы на несколько недель или, может быть, месяц вы были в безопасности, в более комфортных условиях, и чтобы у вас все было, особенно если вы нуждаетесь в каких-то медикаментах, потому что в моменте их может не быть. Это то, о чем нужно говорить здесь, сегодня и сейчас, о том, что люди уже должны об этом беспокоиться. Если кто-то думает, что ладно, потом я уеду, нет. Пока есть передышка, затишье, вот тогда это нужно делать. Потому что когда все будет уже на острие ножа, никто никуда не уедет. Физически это невозможно. Пропускная способность дорог не позволит. Хорошо, давайте пройдемся еще, наверное, по датам, которые ближе к сердцу прямо сейчас. Итак, вот завтра буквально Международный женский день. Луна сейчас с Раху, с узлом. То есть я так понимаю, что немножко люди будут напряжены эти 2 дня, но это быстро достаточно пройдет. И вот сейчас такая позиция, когда так называемая колоссар, то есть это вот такая ось, которая разрезает, и все планеты по одну сторону. Марс, Венера, Сатурн, Меркурий, Юпитер, Солнце. Более того, Марс, Венера, Сатурн и Меркурий, Юпитер, Солнце находятся в позиции 2-12, то есть они рядышком друг с другом. Это грубо говоря, весь вектор сил, вся энергетика, вся синергия гравитационных полей планет находится, грубо говоря, в одной точке, если на небо смотреть. Как можно трактовать соединение Юпитер-Солнце, да еще и к ним Меркурий пришел в гости? Что дает обычно эта комбинация? Юпитер-Солнце дает открытие храмов и благотворительность. В рамках государства все-таки вся эта кампания заходит в 9-й дом идеологии. Сейчас Украина невероятно поддерживает друг друга, и поддерживает свое правительство. И такой вот национальный дух высочайший. Я думаю, что Юпитер с Солнцем, он об этом рассказывает. Меркурий, который к ним присоединяется, он у нас в Водолее стоит. Вот, понимаешь, здесь какое-то просто указание на то, что все получают из интернета информацию. То есть это больше про какие-то такие очень бытовые вещи.
посмотрим, когда Солнце сжигает Юпитер. Потому что у нас Юпитер хозяин 10-го дома, и это будет период максимальной, наверное, опасности для Зеленского. То есть когда Солнце будет сжигать Юпитер. Это, конечно, неизбежно случается каждый год. И у каждого правителя есть слабые дни, когда, ну вот, как бы не прет. Одно дело это происходит в стране, когда мирно, и другое дело, когда там разворачиваются вот такие события. Ань, скажу сразу, это 5-6 марта, эти дни уже прошли, соединение четко Юпитер-Солнце, они были. Поэтому, в принципе, я думаю, что это нет смысла смотреть, тем более, что они уже совсем скоро. Они скоро переходят. И смотри, опять-таки, 8-9 – это четкое соединение Марс-Венера. Марс-Венера в доме партнера. Экзальтированный Марс перекрывает Венеру. Как правило, атакуя Венеру, именно вот эта воинствующая вся история нарушает спокойствие, нарушает комфортность жизни, нарушает даже финансовое процветание людей. И это все по меньшей мере будет аж до 10-го, и только 11-го Венера полноценно обгоняет Марс, но по-прежнему оставаясь... Если не ошибаюсь, еще с 14 февраля это соединение работает, Марс-Венера. То есть и февраль очень жестко. Мы помним как раз вот это вот воинствующее начало боевых действий началось именно, когда впервые началось соединение. Первый раз нам объявили о том, что возможно нападение примерно 14-16 число. Оно не произошло. Потом 17-18, потом 20 и в итоге 24. Давай рассмотрим Навамшу транзита. Вот смотри, сейчас Сатурн находится во Льве, в Навамше. То есть это у нас тонкие влияния. Но это вот падение с высоты, да, вот такая формула. Но сейчас все неприятности, конечно, падают градами, да, на людей. Смотри-ка, знаешь, что я вижу? Меркурий, он заходит у нас 24 марта. Меркурий попадает в знак падения. И это временные просадки по тем сферам жизни, за которые отвечает Меркурий. Ну, это финансы и 5-й дом – это дети, образование, отношения к делу, видимо, не имеет. Но могут быть проблемы с валютой, то есть проблемы с обращением денег более серьезные, чем сейчас. Вот эти вот с 24 марта по 8 апреля. В этот период Меркурий пролетает буквально знак Рыб, очень быстро движется с 24 марта по 8 апреля, да, очень быстро, очень быстро пролетает знак Рыб. Но в эти даты, надо к этим датам подготовиться и как-то именно по деньгам, что-то вот с валютой. Я не знаю сейчас ситуации, да, вашей, как, в чем актуальнее у вас деньги, в гривнах, в долларах, как люди выходят вот из этого положения. Подожди секундочку. Ты Тань, мне сейчас лучше поможешь. Ты говоришь сейчас очень важные вещи, потому что мы ожидаем, ну, во-первых, это, возможно, технический дефолт, если говорить про Россию, про рынок валют, он пока что временно местно сдерживается. Если сейчас говорить о гривне, я сегодня проезжал, было в районе 30, где-то 33, это если сдавать доллар, если покупать 39. По меньшей мере 26-33%, тяжело посчитать, опять-таки, одно дело курс на улице, другое дело на межбанке, 26-33% просадка национальной валюты, а ВВП уже на 50% упало. Поэтому вопрос, еще раз, назови, пожалуйста, даты, когда это будет усложнение, потому что мы как раз ожидаем в эти даты плюс-минус. Еще раз, когда ты говоришь по марту? Смотри, Меркурий заходит в знак Рыб с 24 марта, и он находится там до 8 апреля. И вот он будет там, знаешь, с чем соседствовать? Давай-ка посмотрим. То есть это вот планета, которая отвечает за деньги Украины. Она в падении в этот период. Она еще будет под аспектом Сатурна, и еще и солнышко там в определенный момент ее сожжет в течение 5 дней, когда они с Меркурием соединятся. Давай посмотрим, когда это будет. 1 апреля и 1 день до, и 1 день после
Меркурий, планета денег Украины, будет максимально ослаблена, потому что будет в знаке падения эта планета, и она будет сожжена Солнцем. Сожжение будет происходить в середине знака Рыб, в 16-17 градусе. Значит, 1 апреля – это место, это время максимальной слабости, видимо, национальной валюты, экономики, всего подряд. А весь этот отрезок, все-таки, наверное, не за один день, да, случается, эти процессы, вот такие подрывные экономики, они будут с 24 марта по 7 апреля, да, мы с тобой обсуждали, по 7 апреля. Я провела несколько эфиров про Зеленского и про страны остальные. Что в остальных странах, и я тебе скажу, что, кажется, весь этот процесс, который сейчас в 2022 году происходит, он приведет, видимо, к распаду Евросоюза. Сейчас в Евросоюзе огромный скачок цен на нефть, на газ, точнее. Если у них газ ранее стоил $300, потом он стал стоить 2300, а сейчас за несколько дней цена на энергоносители дошла до 3500, 3500. И у них сейчас не в очень большой кризис заходит. И это, видимо, в течение 2 приведет к распаду Евросоюза. То есть все, что вот сейчас начало происходить с Украиной, выгодополучатели этого США. В 7 градусах и 8 градусах 8, 9, 10 числа находятся Марс, Венера. В прошлый раз, когда четкое соединение было, как только началось, это было очень активное военное действие. То есть я предполагаю, что 7, 8, 9 и 10 даже включительно могут быть жесткими. Если сегодня переговоры не пройдут так, как хотелось бы, то, конечно же, это будет продолжение. Но поскольку Меркурий переходит в 8 дом, это даст еще большую некую такую, не то чтобы славу либо популярность, а слишком сильно начнут по миру говорить об Украине, поскольку Меркурий в 8 доме дает такой эффект. Там же Юпитер, там и Солнце. Поэтому... Вообще это не очень хорошо, когда о нас говорят. Очень большое. Это либо революция, либо война, либо какой-то, жесткач. И вот это не очень хорошо, что Меркурий-то у нас заходит в Водолей. Мы можем с тобой построить гороскоп на 2 недели. Хочешь, попробуем? Можем, давай попробуем. И мы можем даже сделать прогноз по поводу, даже по дням. Ну, например, если говорить от сегодняшнего дня, сегодня 7 марта, однозначно 8 числа будет тяжело людям. 8 марта, хотя и Международный женский день, поздравляю тебя с наступающим, кстати, Тань. Но соединение Луны с Раху, Луна Раху, она дает, как правило, вот все, что угодно, может быть, нафантазировать, навоображать. Юра, у меня Луна с Раху стоит от рождения. Я как бы постоянно в этом состоянии нахожусь. Вот. Поэтому ты это не почувствуешь так сильно, как люди, которым это чуждо. Это первое. Второе, однозначно, 8, 9, 10 будут тяжелыми днями, поскольку там четкое соединение Марса и Венеры. Однозначно, это не самые хорошие, не самые интересные дни, которые хотелось бы проживать. Смотри, 11 числа, именно вот после 10-го, там, 11-го, частично прерывание колоссарка Луна заходит, разрывает, частично. Понятно, что это не очень сильный разрыв колоссар по йоге, так называемой змеиной комбинации, но тем не менее, как ты считаешь, повлияет ли это, и действительно ли с 11 марта будет небольшое облегчение ситуации? Доктор Камраджуна Раяна Рау, который является для меня непревзойденным экспертом и наставником, да, в мунданной астрологии, именно ему принадлежит единственная разумная по Джотиш книга о предсказании для стран и государств. Он говорит о том, что он пишет о том, что колоссар — это галка недобросовестных астрологов, они находят ее очень часто, в большом проценте гороскопов, и просто кошмарят своих клиентов, чтобы вытянуть деньги на какие-то компенсационные меры.
который может провести только там астролог или только аффилированный пандит. Слушай, ну тут два мнения, опять-таки, тут нужно прослеживать. Каласарпа бывает в разных своих проявлениях, насколько сильно она работает и действует. Практика показывает, что для человека одно влияние, для планеты это другое. Она не так часто происходит в планетарном Вот да, масштабе. да. Вот я тоже допускаю, что, наверное, для отдельного человека, возможно, это значит просто то, что ты родился, когда на планете были какие-то вот тяжелые энергии, да, то есть это надо читать только так. Но вот говорю тебе, что в предсказании для странных государств я не анализировала ее. Если у тебя есть какие-то наблюдения, поделись со мной этим. Да, у меня есть наблюдение, но она срабатывает только в крайних случаях, когда действительно все абсолютно планеты уходят, и, грубо говоря, концентрация этих планет, как это правильно сказать, сфокусирована, вот как сейчас. Да? То есть когда они все разбросаны, все планеты разбросаны по половине, по одному полушарию, это не так будет проявляться. Но когда они на одном полушарии и сконцентрированно бьют в одну точку, вот то место, куда они будут бить, вот там будет проявляться очень, как правило, нехороший трансформационный результат. Ну, это просто наблюдение, которое мы, к сожалению, сейчас видим. Но опять-таки, мы не так долго наблюдаем за этими процессами. То есть если бы мы наблюдали там 5-7 тысяч лет, окей, можно было какую-то статистику выделить, но поскольку наша жизнь очень коротка, соответственно, что в планетарном масштабе такое, там 20, 30, 50 лет? Это ничего. Продолжим. 11 марта у нас такое некое прерывание, то есть вроде как, вот это влияние иллюзорности в виде Каласарпы может смягчаться, но глобально чуть-чуть легче в плане воинствующих направлений станет, наверное, чуть-чуть легче только после 15-го, когда на несколько градусов Венера уйдет от Марса. Потому что Венера с Марсом сейчас, вот эти дни, 7, 8, 9, 10, они будут вместе. Венера и Марс будут практически в одном градусе, то есть это четкая планетарная война. Но уже хотя бы на 2 градуса Венера отойдет ближе к 15 марта. Татьяна, правильно ли я понимаю, что именно к этой дате будет немножко проще, немножко лучше? Ждем, когда разойдутся два эти товарища, Марс и Венера. Они еще, насколько я вижу, они еще сейчас неподалеку. Получается, Марс в 6 градусах, Венера тоже в 6, а рядом стоит этот Плутон в 3 градусах. И пока они до 8, до 9 градуса не дойдут, то есть еще дня 3 хотя бы, да, до 10 марта, вот пока они проходят этот Плутон в размере 5 градусов от него, ну вот они вот максимально такие взрывоопасные. Потом они как-то, может, успокоятся. Ну, я тебе говорю, что я не сторонник того, чтобы такой огромный организм, как страна, на таком маленьком участке, промежутке трактовать. Я все-таки бы ограничилась блоками в 3, 5, 6 недель. По моему опыту это можно отследить, то есть, ну, будет понятно, что там 27 марта – это максимальная эскалация, потом облегчение там к 15-16 апреля, да, вот эти вот вехи, они должны сработать. Хотя это уже я, вот опять же, почему мы начали с тобой эфир с перечисления того, что в огромном организме работают огромные промежутки. Мелкие, ну, я не знаю, мы с тобой реально заходим в неизведанную зону сейчас, и мы с тобой учимся вот на этих событиях, на самом деле. Ну, я так думаю. А еще одно, ну, кстати сказать, у меня было немножко времени посидеть, помозговать все транзиты. В обычный временной период я бы никогда в жизни не сидел часами. Ни за что бы, да. Ни за что бы. Это такая рутина, но сейчас становится понятно, что, вот, кстати сказать, будет соединение Меркурий и Юпитер в 11 знаке. Это будет примерно в 20-х числах марта. Ну, вот это к добру явно, да. Вот. Хорошее ведь соединение.
Я думаю, да. 20-21. После чего Юпитер будет, точнее, Меркурий Юра, будет обгонять. давай с тобой посмотрим. 21 марта. Это, скорее всего, будет какая-то астрономически важная дата. Скорее всего, это весеннее равноденствие, да, у нас? Господи, Поэтому это Новый год, 20-21 марта, совершенно верно. Это точка, когда день, ну, ты знаешь. 20-21, да. Вот это энергетически важная точка, да. И я думаю, что ты на нее наткнулся через вот эти соединения, да, Меркурий-Юпитер, но она знаменательна, наверное, все-таки положением Солнца, надо понимать. 20 марта, это будет воскресенье, да. Но получается, сила Солнца растет после весеннего равноденствия. Получается, если даже вот эти взять для северного полушария общее рассуждение, то 21 марта, 21-го, да, в этот раз, или 20-го? 20-го. 20-го. С 20 марта, получается, Солнце получает большую силу. Наше солнышко сейчас ослаблено, оно в Водолее находится, а Солнце очень не любит Водолей. Люди, у кого Солнце в Водолее, они часто испытывают недостаток внимания отца и недостаток отца в своей жизни. И часто это так срабатывает. Так что Солнце становится сильнее. Для гороскопа Украины. Для гороскопа Украины Солнце – это не товарищ. Ну, я напомню, что Солнце у нас переходит из Водолея в Рыбы 15 числа. То есть Солнце будет все-таки укрепление власти, я так понимаю, будет именно с 15 марта. Но власть Юра, будет Солнце более... Солнце для Украины – это соседи. Хозяин третьего дома. Соседи, границы. И вот что, да, и вот что усилится? Соседи усилятся или границы Украины усилятся? Ага, ну-ка сейчас я посмотрю. Но в карте Украины Солнце ведь занимает 11-й дом. Солнце-Меркурий, там соединение, правильно? Что? Нет. Ну, это я смотрю на инаугурацию президента. У него Солнце-Меркурий. Кстати, интересный факт. Когда я смотрю на карту Украины относительно инаугурации президента, в 11-м доме Солнце соединяется с Меркурием. И интересно, что власть Зеленского очень сильно построена на риторике, на том, что он говорит. Да? Солнце – это власть, Меркурий – это коммуникация. И обратите внимание, может ли быть такое совпадение, что так совпало, что Солнце с Меркурием у него соединяется. Таким образом, все преференции, знаете, английское слово benefits, все плюсики, которые получает эта власть по 11-му дому, происходит именно через риторику власти. Как говорит власть, такие плюсы и будут. Чем лучше говорит власть, тем больше будет плюсов. И это одна из самых сильных сторон власти Зеленского. Это можно так трактовать. Так звезды стали на момент его прихода к власти, его инаугурации. Я сейчас вспоминаю гороскоп Зеленского. Там у него хозяин 8-го дома. 8-й дом – это дом смерти. Он находится рядом со звездочкой Бетельгейза, которая дает славу в веках. То есть после смерти, может быть, скажем, это будет и при жизни, конечно, но вообще это вот прям гороскоп исторической личности, которая получает славу в веках. Представляешь? Но одно дело, как-то, я не знаю, гороскоп Сталина смотреть, который с ним и так уже все понятно, да, и видеть такие признаки. А другое дело, человек, который с тобой живет в одно время, и как бы еще пока непонятно, да, чем все кончится, и ты видишь такие признаки величия в гороскопе пока еще более или менее такого обычного человека. Когда он еще был не президентом, да, еще просто поднимался по карьерной лестнице, представь, да, такие знаки увидеть заранее, это так круто. Это уникальный факт, когда человек, условно говоря, из очень успешного комика, КВНщика и так далее, поднялся до исторической личности страны,
за несколько лет, знаешь, я когда-то стоял на сцене рядом с Зеленским там, на одном из корпоративов, и я его спросил тогда, говорю, слушай, а вот действительно, что если в один прекрасный день то, о чем мы сейчас здесь говорим, произойдет? Это мы говорили про... Это было на финале съемок, это был корпоратив 95-го квартала, на финале съемок «Слуги народа». Я просто спросил, а что, если действительно все так сложится? И мы тогда просто смеялись, шутили на сцене, он мне даже замечание сделал. Вот. Сейчас я понимаю, почему. Тогда это было непонятно, я тогда не все знал. Но мы однозначно понимаем, что как бы ни было, именно Зеленский попал в ту перспективу событий исторических, когда любой человек, который бы в них попал, уже вошел бы в историю. Просто кто-то в нее бы вляпался, а кто-то в нее бы вошел. Да. Вот это нужно понимать и разделять. Да. И дай бог, чтобы он вошел в историю, а не вляпался. Видимо, войдет. Вот я за это молюсь, чтобы пошел. Потому что по факту, знаете, как говорится, война войной, обед по расписанию. Дай бог, чтобы мы все были сыты, в безопасности, с мирным небом над головой. И пусть лучше войдет. Ну, да. Татьяна, я благодарю вас. Я думаю, что на сегодня будет достаточно. Мы еще с вами сделаем одно включение совсем скоро и расскажем более подробно о тех интересных перипетиях, которые нас ждут в ближайшие несколько недель или месяцев. Я думаю, так будет правильно, когда мы будем просматривать вперед на несколько недель, не забегая сильно наперед. Потому что сказать то, что это будет до конца апреля, но мы это говорили, сказать о том, что в течение 2-3 месяцев нормализация и на осень еще ряд событий, это мы всегда успеем, дай бог, туда дожить. Да. Поэтому Да. сильно наперед не будем смотреть на ближайшее время. Я желаю всем, кто нас смотрит, удачи, безопасности, и чтобы вы сохранили себя, свои семьи, свое имущество, насколько это возможно.